Антонио Тичинева презента. Дорогие зрители, приветствую вас! Меня зовут Оксана Антонова, она же Антонионти, из-за сильной любви к Италии. Но об этом вы уже знаете. А в этом видео мы затронем животрепещущую тему похудения. Я расскажу, какие продукты мне в этом помогли и от чего пришлось отказаться. Но для начала я расскажу о своих параметрах. Мой рост 174 сантиметра. Мой вес 54 килограмма. В этот раз я скинула 10 килограмм. И в марте 2022 года мне исполнится 40 лет. И мои объемы сверху вниз 85, 65, 90. Приступим. Сразу скажу, я не врач, и это исключительно мой опыт. Это сработало именно со мной. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то я, конечно, советую обратиться к специалисту. Я против голода, я против однообразной еды, хотя этот метод работает. Важно, что и когда вы едите. Первый опыт похудения у меня был в 15 лет. Я заболела, пролежала дома целый месяц, набрала 10 килограмм к уже имеющимся лишним. Итого 23 килограмма лишних. Весила я 78 килограмм. Подросток, девочка, очень хотелось нравиться, но как нравится с таким весом? Я была к себе жестока. Ровно в 4 часа дня я прекращала есть. До 4 ела все. Месяц проплакала у холодильника, но результат того стоил. Когда после летних каникул я пришла в школу, и в конце этажа меня увидел физик, он закричал: «Антонова, что? Это ты?» Меня никто не узнавал. В общем, результат стоил того. Но это 15 лет, когда ты не сидишь дома, не сидишь в сотовом, тогда у меня его не было, постоянно где-то ходишь, и вуаля! Удивительно, но уже в 15 ко мне начинает приходить понимание плохой еды. Колбаса, сосиски, ветчина – долой. Шашлык, стейк – долой. Я исключила красное мясо в определенных вариациях и начала слушать организм. Поняла, что после такой тяжелой пищи организму очень плохо. Единственное, что я ем из мяса, это суп, если я не дома. А дома я готовлю суп на курином филе. В 21 год было уже 10 килограмм лишних. Как-то быстро я их скинула, было много дел, много движений, хороший обмен веществ, и это вам уже не 23 килограмма лишних. Но сначала я расскажу про свою историю взаимоотношений с кофе. До 30 лет кофе я пила раз в году, иногда и реже. А почему? А потому что после употребления кофе меня трясло и весь день на смарку, хотя у меня низкое давление. Но аромат манил и манит до сих пор. В 30 лет был опыт работы в офисе. Там стояла кофемашина. И так как я постоянно сидела, тряска после кофе была минимальная, и поэтому я начала его пить постоянно. Хорошо, что там я проработала всего 2 месяца. До 38 лет я продолжала пить кофе, но реже. В 38 я начала его пить каждый день в течение полугода, пока мой желудок не сказал мне ку-ку. А теперь про борьбу с весом в 38. Именно борьбу. Я покажу, какие продукты и в каких магазинах я покупаю. Начнем. Первое и основополагающее – это сначала диета, потом спорт. Одновременно не работает. Если одновременно, то я становлюсь качком, то есть жир не ушел, а объемы выросли. Когда я поняла, что забили первые бубенцы тревоги, тогда, когда я поняла, что мое эмоциональное состояние, как у беременной женщины или в ПМС, съела шоколадку веселая, потом час депрессии, опять съела, в общем качели. Но начала я с удаления кофе, и поверьте, без него можно жить. Например, есть цикорий и куча других напитков. Один из них я вам покажу. В конце концов, есть чай. Потом, как вы уже поняли, под раздачу попал сахар, потому что состояние ПМС так и не ушло.
Как вы уже знаете из предыдущего видео, каждый день в течение всей своей жизни я съедала 2 или 4 шоколадки в день. Все говорят, чтобы от чего-то отказаться, нужен 21 день. Мне потребовалось больше месяца, и я стала себя чувствовать великолепно. У меня перестал болеть желудок, и настроение у меня больше не скакало. Для начала я покажу шоколадки и десерты, которые заменили мне сахар в начале моего пути отказа от сахара. Лимонный курт в баночке 90 грамм. И это очень хорошо, потому что даже я не могу ее съесть целиком. Это очень сладко и желудку потом нехорошо. Поэтому я заказываю его не очень часто, но он мне безумно нравится. Все пасты ем исключительно ложкой. Не понимаю, как эту вкусноту можно добавлять в кашу. И в первую очередь чувствуется не только лимон, но и кокос, а консистенция более жидкая, чем у других паст. Марципан без сахара. С детства люблю марципан, поэтому сложнее всего мне было отказаться именно от него. Но, о чудо, Боб выпустил марципан. Я его заказываю не часто, потому что съедаю его очень быстро. Он менее приторный, чем его сахарная версия. А вот шоколадка пришла в подарок. На сумму от 3000 Боксбери доставка бесплатная. Если меньшая сумма, то 280 рублей. Низкоуглеводная паста, густая, с частичками, быстро насыщает, безумно вкусная, напоминает горький шоколад, но более легкая версия. И так как консистенция густая, а вкус насыщенный, то хватает ее надолго по сравнению со следующей пастой. Гречишная паста. Моя любовь, мой фаворит. Многим напоминает батончик Ротфронт, но на мой взгляд только напоминает. Легкая консистенция. Съесть ее могу целую банку, а там 200 грамм. Всю продукцию я храню в холодильнике. Не потому что она испортится, у меня долго ничего не лежит, а потому что в твердом виде я съедаю хотя бы не целую банку, а половину. Я много перепробовала ЗОЖ шоколада, заказывала, ходила в веганские магазины, посещала различные ярмарки. Кстати, одна из них пройдет в конце марта. Не знаю, когда выйдет видео. Эти ярмарки проходят периодически. Это очень увлекательное путешествие в мир здоровой пищи. В какой-то момент я поняла, что веганские десерты и шоколадки – это очень накладно для моего бюджета. И тогда появился он. Умопомрачительный десерт собственного приготовления из 4 ингредиентов за 5 минут. Как это произошло? Когда-то я любила шоколадный брауни с кофе. Решила приготовить веганский брауни. И убрав из этого рецепта долгую готовку, получила свой десерт, который можно сделать всего за 5 минут, а стоимость в разы ниже, чем веганские штучки. Хотите рецепт? Пишите в комментариях, сделаю отдельное видео про мой наивкуснейший десерт. Финики мне заменили сахар, они бывают разных сортов, поэтому не говорите, что вы их не любите, с чаем очень вкусно. Говорят, что их натирают сахаром, вы что-то знаете об этом? Скажите. Пирожная картошка, вкус детства, но только в банке, дешевле, чем десерты Боб, но его можно заказать только на Озон или самовывоз в Питере. Вот уже год я живу без сахара, и поверьте, есть много сладких продуктов растительного происхождения. Например, если вы хотите что-то подсластить, вы можете добавить стевию или сироп топинамбура, или в конце концов мед. Сейчас мой фаворит каштановый, но не увлекайтесь им. Отказалась от пшеничной муки, даже если она стоит не первой в списке состава. Первыми стоят те ингредиенты, которых больше всего в продукте. Как извращенец в еде я могу есть и нутовый хлеб, но первый, кто меня спас, это был гречка-хлеб, он же не хлеб, в нем нет муки и ничего вредного. Этого кирпича хватает надолго, хранить его нужно в холодильнике. 2 кусочка хватает на 1 прием пищи. Ничего лучше по составу за 1,5 года я не нашла.
Гречка хлеб ломается легко. Он не такой слипшийся, как обычный хлеб, но по вкусу это что-то умопомрачительное. Вкусов у них сейчас хоть отбавляй. Есть сладкие, а есть для приготовления бутербродов. Из сладких больше всего я люблю брауни. Летом я люблю с инжиром, меньше всего люблю с клюквой. А из несладких, те, что для бутербродов, мне нравятся почти все, кроме макового. Кстати, те, что для бутербродов, большого размера, а те, что сладкие, меньшего размера. Люблю эти тонкие твердые хлебцы, не те, которые как пенопласт. На них я кладу сыр, хумус, и получаются такие мини-бутеры. Они бывают с добавками и без. С луком это скорее для женщин, ну, на любителя, а вторые подойдут для всех. Гречневые палочки очень напоминают кукурузные из детства, но более легкие, менее приторные и, конечно же, полезные. Я съедаю целую пачку, и желудок доволен. Новинка, лучший батончик в этом магазине по составу. Он мне безумно понравился по вкусу, хотя он еще не прошел проверку временем. Очень насыщает, советую. Мое новое пристрастие – хлопья из зеленой гречки. Пресно, но вы можете добавить что-то на свой вкус. В магазине они не продаются, только доставка, но я хочу попробовать разных производителей. Новинка в моем арсенале – кедровые латте для тех, кто хочет отказаться от кофе. Это одновременно и кофе, и десерт. Он очень насыщенный, потрясающий состав. Советую. Тыквенная каша. Очень люблю сладкую тыкву, а эта каша отличная по составу и сытная. Устроишься уютно и пьешь из кружки. Заваривать всего 5-10 минут. Вообще написано 10, но я завариваю 5. Эта каша по вкусу более пресная, но мне нравится. Вы можете или добавить что-то, или выбрать другой вид. У этого производителя их много. Не люблю долго находиться в магазине, читать составы, но ради здоровья приходится. И почему я выбрала именно этот латте, именно эти супы? Потому что они лучшие по составу, а супы еще дешевле из всех производителей, которые есть в этом магазине. Вкусы у всех разные, но сейчас есть выбор. Если вы любите тыкву, покупайте тыквенный суп. Я полюбила тыкву только 2 года назад, но только одну – сладкую японскую Хоккайдо. После отказа от сахара и кофе я стала налаживать свой основной рацион. Была проведена огромная работа над собой, а ушло всего 5 килограмм. А все почему? Потому что обмен веществ уже замедлен, а набирала я 10 килограмм в течение 6 лет. Говорила всем, что мне так комфортно, но потом поняла, что это полный бред и начала бороться. Гречка, отварное филе, но особых сдвигов не было, хотя на гречке можно очень хорошо похудеть, но исключив все остальное. Но я хотела не навредить своему организму, и самое главное – это не сбросить вес, а уметь его удержать. Первое, что сработало, это когда я приходила после 12-часового дня на ногах 23 часа домой, я дико хотела есть. Я ела салат из огурца и зелени, посыпала это гранатом и добавляла тмин и капельку оливкового масла, нерафинированного. Семечки и орехи я не советую, они очень калорийные, тем более в 12 часов ночи. Раньше не любила капусту, но сейчас витаминный салат просто обожаю. Тушеная капуста, этого я от себя вообще не ожидала. Можно добавить курицу, но только филе. В коже содержится вся дрянь. В этом видео мы не будем подробно рассматривать составы и полезность продуктов, потому что видео тогда получится длинным. И я считаю, это абсолютно отдельная серьезная тема. Но единственное, что скажу, рафинированное масло – это топливо, которое вредит вашему организму. Кстати, если состав очень длинный, обычно я не дочитываю, потому что понимаю, что ничего хорошего для моего организма в потреблении этого продукта нет. Приемы пищи. Два основных. Например, первый в период с 11 до часа, второй период с 2 до 6.
Потом в 8 часов я съедаю хурму или авокадо. Еще через 2 часа какой-нибудь овощной салатик. Без сыра, без семечек, без орехов, помним об этом. И в 12 я могу съесть банан. Он полезный и насыщает. Очень хороший результат, когда после основного приема пищи вы не сразу съедаете десерт, а ждете час или два. Не всегда такое получается, но я стараюсь практиковать иногда. Говорят, фрукты нельзя есть вечером. Я ем, но нужно, чтобы прошло как минимум 2 часа после приема пищи. Почему? Да потому что вас сдует, как батискаф. У меня была такая проблема, я очень от этого страдала, поняла это не сразу. И что, запомнили, фрукты едим отдельно через 2 часа после приема пищи, не раньше. По поводу воды ничего не буду рассказывать. Это не моя тема. 3 литра чистой воды в день моему желудку было плохо. Да и уже много кто про это рассказал. Еще забивать голод питьем воды – это не моя тема. У меня потом очень сильно болит желудок. Когда я знаю, что у меня не будет возможности поесть, я с собой всегда беру ЗОЖную шоколадку, например, с шелковицей. Конечно, она на любителя, но вы можете взять то, что нравится вам. Зеленый чай я тоже не советую, в нем кофеина, как в кофе. И газированную воду мне даже врач ее запретил, потому что мой кишечник от нее раздражен. Про соусы нужно забыть. Майонез, тартар, если, конечно, они не веганские. Кстати, майонез можно сделать за 2 минуты дома. Я не ем майонез лет 10. Смотрите, вы съедаете какое-то легкое блюдо, но там есть соус, который убивает все наши старания похудеть. Еще один важный принцип, по которому я живу, о нем я узнала у балерин, это поел, сразу пошел. То есть после ужина или обеда вы должны как минимум час ходить. Почему итальянцы такие худые? И дело не в том, что паста у них изготовлена из твердых сортов пшеницы, а потому что они постоянно ходят, и им не нужен повод, они просто гуляют. И я стараюсь, если я знаю, что сейчас я пойду гулять, я ем. Финики, чернослив, курага – это одно дело, а вот цукаты и другие сушености нужно исключить, потому что разнесет вас разом. Ну и сухофрукты сами по себе очень тяжелые, это практически разовый прием пищи, вы можете съесть только их и больше ничего. Перестала есть йогурты. Организм сказал спасибо. Исключение составляет только греческий без добавок. Очень люблю сыры в разных проявлениях, только не с плесенью. Плесень, говорят ученые, плохо влияет на настроение. Я люблю также различные натуральные сыры. Давайте использовать такой термин. Сейчас мой фаворит сулугуни. Творог. Хоть и нужен организму, но я его не любила. Ела только творожную массу, когда употребляла сахар. Зернистый творог впихивала в себя, пока не оказалась на рынке и не увидела крупный зернистый творог. Он мне напомнил моцареллу, но нужно употреблять его немного, потому что я чувствую тяжесть или как один прием пищи. На удивление я подсела, он очень вкусный. Очень любила кофе с молоком, но сразу бежала в маленькую комнатку, раздраженный кишечник. Проблема в том, что утром на работе я была одна и не могла отойти. Тогда я поняла, молоко нужно тоже исключить. Когда-то давно я услышала, что молоко усваивается только у детей до 5 лет. Это я прочувствовала и на себе, поэтому в хлопья я стала добавлять кефир. Потом кефир я заменила рисовым молоком. Вообще сейчас вариантов очень много. В сливочном масле должно быть 82% жирности. Все остальное – это не масло. А лучше найти кого-то со своим фермерским хозяйством. Еще для меня было открытием масло кхи. Оно мега полезное. Копченое замените на слабосоленое. Купите красную рыбку, например, засолите. Быстро и нереально вкусно. Последние 3 месяца не ем ничего жареного, и результат не заставил себя ждать. -2 килограмма. Лучше выбирать что-то вареное или тушеное.
Даже сало раз в год немного можно. Для женского организма оно очень полезно. Про полезное и составы нужно отдельное видео. Я думаю, что это интересная, а главное важная тема. Понятно, что мы люди, и вина можем выпить, и пироженку съесть, но лежать 10 дней в январе и жрать– это не оправдание того, что вы поправились. Я делюсь исключительно своим опытом для людей, которые хотят быть здоровыми и без лишнего веса. И может сейчас вы не видите последствия обжорства, потом увидите, поверьте. Очень мало людей с хорошим обменом веществ, и еще меньше людей, у которых это сохраняется с возрастом. Тренируйте силу воли, пригодится. Кстати, я не могу выйти из-за стола немного голодной, как это советуют многие. Конечно, а потом кто-то предложит печенюшку, и вы ее съедите. Потом чипсинку, потом шоколадку. Я постоянно это вижу. Я выхожу из-за стола так, чтобы мой желудок был наполнен, но без тяжести, потому что желудок имеет свойство растягиваться. Важно, чтобы холодильник был пуст не после вашего нашествия, а в принципе. Еды должно быть на 2 дня. Это в период, когда вы скидываете вес. Потом полный холодильник не будет восприниматься как провокация поесть. Последний раз я ела фастфуд 2 июня 2020 года, после того, как мы все просидели 2 месяца дома. Мы праздновали мой день рождения, а на следующий день я заказала Бургер Кинг. Правда, в моем заказе не было бургеров, но все равно это запрещенка. Сейчас мне не хочется фастфуд, я говорю это прям искренне. Многих пугает слово «веган». Честно, меня тоже. Но только в таких магазинах в нашей стране можно найти еду с хорошим составом. В какой-то момент подсела на овощные чипсы. Очень они вкусные, но ненадолго, потому что пару раз мне почему-то стало плохо. Начала читать. Оказалось, в составе есть патока, который не у всех усваивается. И еще... Она калорийнее, чем сахар намного. Спасибо организму, что подсказал. Важно слушать свой организм. Нормальные мысли, а не те, что предлагают съесть целый торт. Например, раньше я засыпала с мыслью, что я буду есть завтра. Если организм просил фейхоа, и даже если не сезон, мне нужно было найти фейхоа. Так мы прожили с ним в гармонии 10 лет. Считаю, что витамины в таблетках– это чистой воды бизнес. Получайте витамины из еды. Я не вижу от них никакого результата. А вот от хорошего питания кожа становится красивой и самочувствие прекрасное. Вот вы похудели, смотрите в зеркало, и вам нравится то, что вы там видите. Главное, помните, как это было тяжело. Важно – уважайте себя и свое тело, и помните, еда не должна управлять вами. Желаю вам быть здоровыми, красивыми, а главное счастливыми. Берегите друг друга. И огромное спасибо вам за то, что вы со мной. Я это очень ценю. Обнимаю вас.